Перед тем, как начать вязать, может, кто-то пропустил, не смотрит, да, не все смотрят видео полностью, поэтому вопросы возникают по материалам, по всему. Кузю Колупочкина мы рассоединяем вот так на 3 части. Она состоит из 3 ниточек. И теперь мы приступаем к вязанию ручек. Ручки мы вяжем спицами номер 4 чулочными. Но нам не понадобится все 5, нам понадобится всего 4 спицы. И мы набираем 7 петель на одну спицу. Потом замыкаем, набрали 7 петель, развернули вязание, провязали 7 петель, потом распределили эти 7 петель на 3 спицы и замкнули в круг. Это у нас будет первый ряд такой. С вами вязать я не буду, я уже как бы связала ручки. Там ничего такого интересного нету, и тем более ничего не видно. Ну вообще ничего. Ой, ничего не видно при вязании этой пряжи. Поэтому я вязала спицами, а не крючком, чтобы поберечь глаза. И вяжем все, как вот в описании у нас. С 1 по 29 ряд мы вяжем 7 столбиков в ряду. И у нас получается вот такая деталька. Здесь первый ряд, который мы набирали. Вязали. И здесь я просто все 7 петель стянула с помощью иголочки и затянула. И все. И таким образом мы вяжем вот такие 2 детальки спицами номер 4, не двоечкой. Вяжем пальчики для ручки телесным цветом, крючком, подходящим под вашу пряжу. Подбирайте размер, какой больше подходит. Так, я набираю 2 воздушные петли. Во вторую от крючка я провязываю 6 столбиков в кольцо амигуруми. 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Ставим маркер. Кто без маркера. И дальше мы вяжем со второго ряда по 6 ряд 6 столбиков в ряду. Получается 5 рядов. Мы вяжем без изменений. Всего пальчик состоит из 6 рядов. Первый ряд, теперь второй, и так вяжем. Провязали 6 рядов пальчика, делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Но чуть не обрезала. Обрезаем на 4 пальчиках. На 5 пальчике мы ниточку не обрезаем, и соединительный столбик так же само не делаем, потому что мы будем соединять ладошку. А так мы вяжем вот таких 4 пальчика, ниточку на них закрепляем, обрезаем, на 5 пальчике оставляем. Ну, сейчас мы будем вязать с вами левую руку.
для правой руки. Так же само мы вяжем 5 пальчиков, на пятом нить не обрезаем. Так, собираем нашу ладошку. Что правая, что левая собираются пальчики одинаково. Отличается тем, что привязывание пятого пальчика. Там уже немножко отличие идет. Вот так, провязываем. Провязываем по пальчику, на котором у нас нить осталась, 3 столбика. 1, 2, 3. Берем второй пальчик и также по пальчику провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Третий пальчик также провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Четвертый пальчик. Тоже провязываем 3 столбика. По четвертому пальчику мы провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Я сейчас кончики запрячу ниточек, чтобы они не мешались. Так, кончики запрятала. Теперь вяжем 3 столбика по второму пальчику. Смотри, с какой стороны смотреть, да? С этой стороны он у нас третий, с этой стороны второй. 1, 2, 3. Также 3 столбика по третьему. 1, 2, 3. И 3 столбика по четвертому, который у нас первый. 2, и 3. За маркером следить не будем. Он нам нужен только для определения начала и конца ряда. Так, вот мы пальчики соединили. Дальше со 2 по 4 ряд мы вяжем без изменений. В ряду у нас 24 столбика. И мы так вяжем 3 ряда по 24 столбика. Так, вот мы провязали 3 ряда. Теперь вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду мы будем ввязывать 5-й пальчик. Вяжем 12 столбиков. 1. Провязали 12 столбиков. Берем 5-й пальчик и ввязываем его. Крючок вставляем внутрь пальчика и провязываем 3 столбика по пальцу и ладони. 1, 2,
2 и 3. И дальше до конца ряда вяжем 9 столбиков. 9 столбиков. Количество петель в ряду у нас не поменялось, как было 24, так и осталось. Вяжем 6-й ряд, провязываем 12 столбиков. Три столбика по пальчику, только по пальчику. Три. И до конца ряда вяжем 9 столбиков. Ну вот и все, мы пальчик вязали. Это у нас получается левая ручка. Как правый пальчик, для правый пальчик ввязывать. Все вот в описании, эти 2 ряда, всего лишь 2 ряда. Мы вяжем немножко по-другому, 5-й и 6-й. Все остальные у нас одинаковые, что для левой, что для правой. Ну, теперь вяжем дальше. В 7-м ряду мы вяжем без изменений 24 столбика по кругу. Провязали 7-й ряд. Пальчики мы не набиваем, каркаса в руках у нас нету, мы будем набивать только саму ладошку, придавая ей такую, ну, немножко кругленькую форму. Так, вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду мы провязываем 2 столбика убавка и повторяем так 6 раз. 2 столбика, убавка за передние полупетли. И так до конца ряда. В ряду получится 18 столбиков. 9-й ряд. Провязываем 1 столбик, убавка. Повторяем так 6 раз. В ряду у нас получится 12 столбиков. И когда мы этот ряд довяжем, я буду набивать ладошку. Вот я набила ручку, ладошку точнее. Вот такая она у меня. Ну так, не в камень, но и не слабо. Ну и теперь у нас 10-й ряд. Мы вяжем 6 убавок. Все как всегда. Провязали 6 убавок. Теперь провязываем соединительный столбик и ниточку закрепляем, обрезаем, оставляем конец для пришивания. Вот так. Вот такая хорошенькая получилась. Дальше что мы делаем? Берем нашу ручку коричневую. Эту ниточку надо запрятать внутрь или куда-нибудь в другое место. И вот так крепим булавками к руке. Прикрепляем и пришиваем. Ну вот, я пришила ручку, точнее собрала руку, и вот что получается. Таким же образом вяжем вторую на руку. Как ввязывать пальчик в описании есть для правой руки. Все остальное
ничем не отличается. И вот такие ручки у нас получатся. Подготавливаем ручки. Не забываем оставлять ниточку для пришивания. И будем пришивать их к нашей тушке. Ниточка немножко сыпется, бывает, особенно в этих вот, где конец. Так. Примеряем, не путаем. Это у нас левая, это у нас правая. И примерно, ну вот отсюда вот так я пришью. Посерединке. Тело, можно сказать, как бы и ухо здесь у нас. Также крепим булавочками. Вторую ручку крепим и пришиваем. Такие болтушки. Ну вот, ручки у меня пришиты. Такие хорошенькие. Такие прям так. Очень забавный. Такой весь хорошенький, тискательный получается. Но осталось совсем немножко. Еще ножки и хвостик. Для вязания ног нам понадобится пряжа в одну ниточку, спицы номер 4. На спицу набираем 8 петель, разворачиваем, провязываем 8 петель и потом уже распределяем на 3 спицы. Мне удобнее на 3, кому удобно на 2, кому удобно на 5. Замыкаем в круг и вяжем с 1 по 20 ряд 8 петель в ряду. Все как в описании. Ничего сложного нету. Таким способом мы вяжем вот такие 2 детальки. Это будут у нас ножки. Вяжем ножки, стопу. Так как ножка коричневая часть у нас уже есть, теперь мы вяжем стопу. Начнем вязание стопы с пальчиков. Для этого набираем 2 воздушные петли, кто кольцо амигуруми, и в одну петельку провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затянули. Хорошо. И теперь дальше мы вяжем без изменения по 8 столбиков в ряду. Вяжем еще 8 рядов, не считая этого. С этим у нас получится 9. Вот такой пальчик у нас должен получиться. Я буду вязать и ввязывать этот кончик, чтобы не распустился первый ряд, зафиксировать его более-менее, и чтобы кончик пряжи не вылез. Для этого я маркер поставлю. И все, вяжем по 8 столбиков в ряду. Это первый ряд, теперь второй, и так по 9 ряд. Вот, связали пальчик. Таких пальчиков нам надо 5 штук. Вот они у меня все. И на 5-м пальчике мы ниточку не обрезаем, начинаем собирать эти пальчики вместе. Я поставлю маркер.
Так, теперь вяжем первый ряд. 4 столбика по первому пальчику. 1, 2, 3, 4. 4 столбика по второму пальчику. 1, 2, 3, 4. 4 столбика по третьему. 1, 2, 3, 4 и 4 столбика по четвертому. Ой, не 4, а 8 по кругу. Все время путаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 4 столбика по третьему пальчику. 1, 2, 3, 4. 4 столбика по второму. 1, 2, 3, 4 и 4 столбика по первому. 1, 2, 3, 4. Первый ряд готов. В ряду у нас получилось 32 столбика. Я сейчас запрячу кончики, чтобы они мне не мешались больше. Пальчики не набиваем. Они у нас будут не набиты. Пятый пальчик пока лежит и ждет своей очереди. Вяжем дальше. Со 2 по 7 ряд, это получается 6 рядов, мы вяжем без изменений. В каждом ряду по 32 столбика. Так, вот мы провязали по 7 ряд. Теперь будем вязывать 5 пальчик. Так же само, как с руками. У нас отличается правая и левая по вязыванию пальчика только. Всего лишь 2 рядами. Мы сейчас будем вязать левую ногу. А как вязать правую, вы сейчас видите эти 2 ряда описания. Как вязываем пальчик. 8 и 9 ряд. Для правой и тут сейчас для левой. Как для правой и для левой, перед тем как вязывать, мы провязываем без маркера 1 столбик смещения. Просто провязали 1 столбик. Продолжили ряд как бы. И ставим маркер. Все. Это у нас начало ряда. Вяжем 8 ряд. Провязываем 15 столбиков.
2, 15. Берем пятый пальчик, вводим крючок внутрь пальчика. Так, пальчик и ладошка. И провязываем палец с ладошкой 4 столбиками. 1 столбик, палец, как ее, даже не ладошка, стопа, да, палец, стопа, 2, палец, стопа, 3 и палец, стопа, 4. Вот так ввязали пальчик. Дальше провязываем 13 столбиков до конца ряда. 1, 2. Закончили 8 ряд. В ряду у нас 32 столбика. Вяжем 9. В 9 ряду провязываем 15 столбиков. 15 столбиков, 4 столбика по пальчику, только по вот этим не провязанным петлям. 1, 2, 3, 4. И дальше 13 столбиков до конца ряда. Закончили 9 ряд. В ряду у нас 32 столбика. Дальше вяжем без изменений с 10 по 14 ряд. Вяжем по 32 столбика в ряду. Получается, вяжем мы 5 рядов без изменений. Провязали 5 рядов. Вот такая ножка у нас получается. Это внутренняя часть, это наружная часть. Пальчик у нас вот больше загнут во внутреннюю часть, чтобы не путаться с правой и с левой. Так, вяжем 15 ряд. В 15 ряду провязываем 3 столбика убавка, повторяем 6 раз. Убавка. И заканчиваем ряд 2 столбиками. 1, 2. Так, теперь вяжем 16 ряд. В 16 ряду вяжем 2 столбика убавка. Так повторяем до конца ряда. Так, 2 столбика убавка, провязали 6 раз и заканчиваем ряд 2 столбиками. 1, 2. Так, пришло то время, когда нам нужно набить нашу ножку наполнителем. Набиваем не в камень, но так достаточно, и даже и не плотно, но чтобы пружинило. Так, еще. Сейчас посмотрим. Хорошо везде распространили. Вот такой толщины она получается. Не надо такую круглую делать, набивать. Здесь у нас будет утяжка для пяточки. Ну вот, я думаю, пока достаточно. Так, это мы провязали 16 ряд. У нас 19 столбиков в ряду получилось. Дальше вяжем 17 ряд. Провязываем
1 столбик убавка, повторяем 6 раз. Так вот, провязали 1 столбик убавка 6 раз. В конце у нас 2 столбика, и мы вяжем еще одну убавку. Вот так. Так, я набивать больше не буду. Теперь делаем убавки, ну, можно сказать, до полного закрытия, но не так, чтобы прям чересчур убавить. Нам нужны будут петли, чтобы красиво стянуть отверстие, чтобы у нас все ровненько было. Поэтому для начала я сделаю 6 убавок. И потом посмотрим, будет их 6, 7 или 5. Так, что-то я перестала считать их. Ну, сейчас посмотрим, какое отверстие получилось. Оставляем ниточку длинную для того, чтобы сделать утяжку. Наполнитель распределяем. Ну, вот такое отверстие получается. Вот. И за вот эти петли передние мы ниточкой и с иголкой раз-раз-раз все это нанизаем, стянем. И будет вот такое, чтобы кругленькое было. Чтобы у нас тут ничего не торчало. Было симпатично. Взяли иголочку. Ну, теперь я начну изнутри. Вот так. За передние полупетли. Просто, как бы сказать так, наметать, стянуть. Теперь выбрать, где будет пяточка. Пятка будет примерно 2 ряда вот так посерединке. 2 ряда от пальца вниз отсчитать. Ну вот, подтянули, вот так ямочка, чуть-чуть поддели, получается кругленько все, ничего не торчит. И делаем, тут закрепляем, закрепим ниточку, чтобы не затянулся край этот. Вот так. Продеваем сюда насквозь и примерно посерединке выводим, отступаем в сторону. Здесь также вот так утягиваем пяточку. Еще один раз. Прям так хорошо утянули. Вот. И я вывела ниточку не на ту сторону. Угу. Не на ту сторону.
как я говорила, да, у нас есть вот тут как бы изнаночная сторона и тут наружная. И вот на наружную выводим и здесь закрепим. Вот так можно оставить, даже пусть такой маленький кончик торчит. Прятать ничего не надо. Почему не надо? Потому что мы сейчас будем пришивать коричневую часть. Это у нас последний край, где стянуты все петли. Так, а это у нас первый ряд, где так более-менее все расхлябано. Так, берем булавки и вот на эту часть, которая лицевая, прикладываем вот так. И я немножко зафиксирую. Теперь будем пришивать. Стараемся посмотреть, да, чтобы ровненько было по центру. И уже пришиваем. Так. Ну, тут ничего сложного нету. Каждый справится легко. Вот я пришила. Такая лапушка получается. И вот наша правая, левая и правая. Ножки готовы. Ну вот наши ножки. С ножками поступаем так же само, как и с ручками. Вот наши тельцы. Ножки пришиваем. Ну, можно сказать, вот здесь внизу, да? Вот так. Пришиваем ножки. Не по бокам, а внизу. По кругу вот этой ножки самой. Приставили ее вот так. На булавки посадили и пришили. И со второй также. Только я вот думаю, как сделать. Прямо или чуть-чуть в сторону. Наверное, как получится. Как первая пришьется, так и вторая будет. Все, пришиваем ножки. Все, я пришила ножки. Вот так. Они у меня смотрят вперед, но им места мало. Поэтому сами разворачиваются в разные стороны. Ну вот так. Все. Остался хвостик. Хвостик вяжем также из пряжи Кузя Колубочкин в одну ниточку. И вязала по схеме. И вы также само свяжете по схеме. Все просто. Здесь у нас начало ряда. Вяжем, вяжем, вяжем. Здесь конец. Петельки в конце стянули. И ниточку запрятали, закрепили в хвостик. И вот такой хвостик у нас получается. Хорошенький. С хвостиком так же, как и со всем остальным, мы набираем
7 петель, поворачиваем вязание, провязываем 7 петель. Это у нас уже первый ряд. Потом мы распределяем на 3 спицы вязание и вяжем второй ряд уже по кругу, чтобы не путались. Ну, свяжите на один ряд больше или меньше, это особой роли не сыграет. И вяжем по описанию, все у вас получится. Вот и хвостик готов, осталось его пришить. Берем наше тельце, вот оно, и на булавке крепим хвостик. Но я буду ориентироваться по ножкам. Серединка ножек у нас, ножки, ну и примерно вот здесь я пришью хвостик. Крепим и пришиваем. Хвостик пришит. Вот такой малыш получился. Надеюсь, вам он понравится. Вязать его и играться с ним. Он такой забавный, он такой хороший. Всем спасибо за внимание. Спасибо, кто со мной вязал. Спасибо за то, что подписываетесь, смотрите, комментируете. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.